манги Черный Клевер Shonen Jump в Jump Giga сильно встревожил всех фанатов данного тайтла. Ведь тогда буквально из всех сторон начала появляться информация и обсуждение, что Табата совсем скоро закончит мангу Черный Клевер. А те, кто сталкивался с переходом других своих любимых тайтлов в Jump Giga, твердили, что тайтл завершится чуть ли не за 4 главы. И все это подогревалось постерами, приуроченных к этому событию. Говоря, ну вот же, осталось всего пару решающих сражений и манга окончится. При том, что с появлением Люциуса была объявлена финальная арка Черного Клевера. У меня был ролик с обсуждением перехода ЧК в Jump Giga, и еще тогда, более 6 месяцев назад, я рассуждал, что данный переход был вызван в большей степени плохим самочувствием автора манги, нежели его желанием как можно скорее закончить свой тайтл. Однако первая глава Черного Клевера зимнего выпуска Jump Giga лишь подтвердила сказанные ранее мною слова. И сегодня мы поподробнее поговорим о том, сколько еще будет идти манга Черный Клевер, что Табата собирается нам показать и какой грандиозный сюжетный поворот нас ждет. Ну а также напоминаю, что прочитать свою любимую мангу Манфу Маньхуа вы сможете на remanga.org. Здорово, ребятки анимешники, у микрофона Зик. А вот ребята, которые оставили свой коммент под прошлым роликом. Ну а мы начинаем. Для начала давайте отвечу на самый часто задаваемый вопрос, который многие люди на ютубе, в комментариях и других моих сообществах постоянно пишут. Когда же выйдет новая глава Черного Клевера? Журнал Jump Giga не славится своим точным графиком выхода, но известно, что он публикуется раз в квартал, а значит 370-ю главу ЧК стоит ожидать в конце апреля, начале мая. Точные же даты станут известны уже скорее всего в апреле, как это было в декабре 23 года при выходе 369 главы. Так что для того, чтобы увидеть новую главу, придется подождать, но на дворе уже май, так что осталось уже не так уж и много времени. Уверен, что Табата-сенсей порадует нас прекрасной главой, но чтобы не пропустить ее выход, советую подписаться на канал, на котором сейчас помимо Клевера выходят ролики и по другим интересным тайтлам, героике, магичке и экшонистой новинке Кагурабачи. Кстати, данную мангу, как и когда-то Черный Клевер, советует прочесть автор моей геройской академии. Ну что ж, с этим вопросом мы разобрались. Теперь же перейдем к более насущной теме, а именно сколько еще времени будет продолжать выходить манга Черный Клевер. И с выходом 369 главы Табата продемонстрировал нам малость того, что ожидает в ближайшее время. Сюжетный поворот, который полностью развернет весь ход сражения. Думаю, все фанаты ЧК уже знают, что Люциус благодаря своей магии души может возвращать души умерших, а с магией его братьев и сестры он способен создавать им тела и превращать в паладинов. Это мы уже видели на примере Хита Грайса, Моргана Фауста и Асии Сильва. И вы только посмотрите, кто находится прямо около Асты и Люциуса. Верно, это Личита, родная мать главного героя и пока что названная для дьявола Либия. Намеки тут бессмысленные, ведь после вышесказанных слов и так всем стало понятно, что антагонист сможет сделать с Личитой. Воскрешение и перевоплощение матери главного героя в паладина станет тем самым невероятно шокирующим поворотом событий, как для читателей манги, так и для того, кто представляет главную угрозу четвертому Загратису, Асту и его антимагия. Но кто-то может задаться вопросом, а как вообще антагонист догадается провести такой ход и откуда ему вообще известно про мать ГГ? Вот только тут и думать особо не придется над ответом, поскольку обладая магией времени верховного дьявола Астарота, Люциус уже смог воскресить Моргана и Асия, хоть вторую и убила его сестра Ваника благодаря Мегикуле. И в этом и заключается интересная закономерность. Асия Сильва погибла из-за проклятия Мегикулы, Морган скачался из-за призыва Нахтом дьявола Люцифугуса, и Личита, к большому сожалению, также умерла из-за верховного дьявола Люцифера, который смертельно ранил ее прямо перед окончанием своего проявления в верхнем мире. К тому же сейчас Люцифер находится под контролем антагониста, и даже если не с помощью магии времени, то уж благодаря своей магии души я почему-то уверен, что он уже обо всем все знает, поскольку, как я ранее говорил, для четвертого
4-го Загратиса сейчас главной проблемой является антимагия Асты, так как мы уже видели, на что способны Лак и Магна с бафом антимагии. А значит, сделать подобный ход антагонисту не то что выгодно, а даже необходимо, ведь так он сможет практически полностью избавиться от этой аномальной силы. Для Асты появление матери скорее всего не окажет никакого эффекта, а вот для Либия такой поворот событий станет фатальным, ибо это для него будет такой же удар, как для Асты стало превращение сестры Лили в паладина. А раз уж таким образом Клевер потеряет свой главный козырь в виде антимагии, потому что Аста без силы дьявола ничего не противопоставит Люциусу, развитие повествования может открыть нам путь в новую другую страны дварфов, как это было, когда главный герой попал на родину Ями Цукихира. И да, я не перестану упоминать, что Табата все же покажет нам новую локацию, ибо сам он говорил в своем обращении по переходу в другой журнал, что хочет затронуть и рассказать нам еще очень много историй в Черном Клевере, а ухудшившееся здоровье из-за сложного графика работы в Shonen Jump не давало ему этого сделать, не комкая сюжет. Также Табата на цветном развороте не забыл и про Адрамелиха. В ролике про тайны Черного Клевера я уже говорил про него, так что тут не буду повторяться. Но факт в том, что этот дьявол единственный, кто по своей воле помогает антагонисту. Не удивлюсь, если он преследует какие-то свои цели, и возможно это один из предателей среди подчиненных Люциуса. Нас также ждет и дилемма двух братьев, Нахта и Моргена Фауста, судьба которых заставила поменять стороны добра и зла. Встреча Ичики и Цукихира, а также раскрытие подробностей прошлой трагедии их клана, в котором также замешан дьявол, и предположительно это Люцифугус. Дьявол, находящийся сейчас в теле Моргена. К тому же не забываем про дьявольское сердце Ями, которое было продемонстрировано еще в арке Королевства Пик, а Табата не оставит такие пасхалки нераскрытыми. Плюс еще остаются извечные вопросы: кто отец Асты, братья Лигага и дьявол Либия. И это я еще не упоминал про те самые в скобочках решающие битвы в Королевстве Клевера. Ноэль против своей матери. Про Моргена я уже говорил. Сражение Мерилионы и Мориса. Ну и основное, Аста и Юна против Люциуса, в ходе которого может произойти тот самый сюжетный поворот с появлением Личиты в облике паладина. Так что, ребятки, у меня для вас хорошие новости. Клевер никогда не закончится. Это, конечно, я пошутил, но видя то, как автор теперь спокойно может себе позволить посвятить всю главу битве Лака и Магны, зная, что нам еще много чего предстоит узнать и увидеть, то Черный Клевер точно не закончится в ближайшие 2 года, это уж точно. А если по прошествию 4 глав манга Черный Клевер останется в журнале Jump Giga и продолжит выходить каждый сезон поры времени по одной главе, а то есть 4 главы в год, то тогда смело можно сказать, что ЧК не закончится и за 4 года, даже если главы будут от 50 до 60 страниц, так что это надолго. Конечно же, хотелось бы, чтобы Табата перенес мангу, например, в Jump Plus, где тайтлы публикуются раз в месяц, хоть даже и по 30 страниц, это уже было бы вообще прекрасно, а то ожидать по 3-4 месяца очень долго. Однако это все зависит лишь от Табаты и его самочувствия, и я очень ему благодарен за то, что он вообще продолжил работать над мангой, несмотря на все свалившиеся на него проблемы. Кстати, я один жду спасения Юлиуса Новокрона. И также не забывайте, что прочитать свою любимую мангу и не только вы сможете на remanga.org. А на этом ролик подходит к концу. Пишите в комментариях, что вам понравилось, а что не понравилось, и несколько комментариев попадут в следующие роли. Если тебе понравился ролик, тогда лайк и подписка для меня будет лучшей благодарностью. А также не забываем про колокольчик, ведь в последнее время не всем приходят уведомления. Всем спасибо за ваш просмотр, мирного неба вам над головой и всем пока-пока.